Когда я обратно возвращался на остров, я не думал, что у меня здесь будет какая-то работа, потому что гостей особо нет. Но мне так или иначе разрешили здесь просто бесплатно пожить какое-то время. Но, как казалось, что все остальные сотрудники просто ушли, и поэтому я остался единственным, кто здесь работает. День начинается в 6:30. Сначала завтракаю, готовлю их себе сам, но зато могу пользоваться кухней и всеми продуктами, что там найду. Сейчас поедем, покажу вам местный рыночек. Я просто недавно нашел, где там продают хлеб. Здесь просто белый хлеб не очень популярен, и раньше я видел, что его продают только в качестве таких булочек для местных хот-догов. Банми называется. Хай. Помни? Мы. Come on. Работу я нашел не через какие-то социальные сети или друзей, а просто заходя подряд во все отели и рестораны и спрашивая, не нужен ли им сотрудник. У нас, в общем, родились щенки, и они родились под полом. Их надо достать, потому что, ну, как бы, чтобы они не умерли там. И вот мы разбираем сейчас мое жилище. Четыре штучки. Ну вот. Я почти что принял роды. Теперь можно и за работу. Почти вернул комнату в исходное состояние. Осталось только сетку москитную повесить. Кстати, не помню, показывал ли я вообще то место, где я живу последние полгода. Вообще это просто сарай, потому что здесь инструменты, а здесь моя кровать и больше ничего. Так. В чем же заключается моя работа в отеле? Если на улице солнечно, мне нужно открыть все окна во всех комнатах. Потом немного прибраться. А это кухня, где я готовлю еду себе и иногда завтрак, если кто-то попросит из гостей. И это то, где мне надо будет сейчас убраться. После уборки на кухне я обычно работаю в саду. Пропалываю сад просто. Не знаю, зачем я это делаю, если честно. Потому что это просто газон, но раз начальник говорит, надо делать. В общем, есть обычная трава, а есть необычные, вот как такие, я не знаю, как маленькие кустики. Вот так вот их надо, как бы, ну вот не получилось. С корешочком их надо выдирать. Но опять не получилось. Да, садовник из меня не очень. Оказалось, собачья мама не захотела жить в том домике, который мы для нее построили. Перенесла всех своих щенков обратно под пол. Привет. И из-за этого моя и без того некошерная комната превратилась в откровенный сарай. Но теперь я живу в комнате отеля, где очень мягкая кровать и есть даже кондиционер. Но я думаю, это ненадолго, может быть, на неделю или две, пока они не подрастут. Но все же, очень круто. Время уже 11, здесь что-то типа сиесты, когда в обед никто не работает и все спят. На обед у меня рагу из тофу, там еще фасоль жареная, помидора, лук и все это в томатном соусе. Ну и снизу рис. Всем приятного аппетита. А еще пару раз в неделю я чищу бассейн. Наверное, это мне нравится больше всего.
что-то сродни медитации для меня. А еще вот периодически насос с листьями забивается, и его надо чистить. Ну и, конечно, я убираю за гостями в их комнатах. Вообще мне всегда нравилось наводить чистоту. Точнее, запоминать то, как было, и смотреть на результат. А вы что думали, я тут только в бассейне купаюсь? По поводу того, насколько безопасно жить в Азии, с точки зрения того, чтобы здесь что-то подцепить. Где-то 2 недели назад мне пришлось залезть ползком под дом, он стоит на сваях и немного выше, чем земля, чтобы достать оттуда наших щенков. И тогда я повредил руку, а сейчас, вот последние сутки, у меня температура, горло болит, такое предболезненное состояние. И на этом месте возникла бляшка, не знаю, будет видно на камеру или нет. Пытался мазать зеленкой, но... И насколько вычитал в интернете, это грибковая инфекция. Она как раз попадает через пораженную кожу. И сейчас я поеду к доктору, но не в больницу, а в аптеку. Потому что, чтобы попасть в больницу, там нужно записываться. А как это делать, я до сих пор так и не понял. И вот этот доктор, он после своей основной работы вечерами работает в аптеке. Мне сказали, что к нему можно заехать, ну и, наверное, что-то мне скажет. Но при этом хочу сказать, что я во Вьетнаме-то уже больше, чем полгода. А в Азии вообще, наверное, полсвоего путешествия уже. До сих пор не было ничего подобного, ну, за исключением обычных, типа простуд. Ну, вроде я нашел это место. Hello! Yeah. Итак, попытаюсь записывать это последний раз, последним дублем. Просто свет хороший. В общем, вышел я вчера из больницы, точнее из аптеки уже затемно, поэтому это уже следующий день. Врач сказал, что моя проблема с температурой и с кожей — это 2 разные проблемы. Выписал мне обычных лекарств от простуды и какую-то маску для руки. Во что я очень хочу верить. Хотелось бы еще сказать пару вещей, подводя итоги всему тому, что я здесь показал, по поводу работы в других странах и такой проблеме, как проблема коммуникации тебя и, ну, в данном случае, твоего работодателя. И я сейчас говорю не о проблемах с языковым барьером, а именно о разности мироощущений. То есть то, как вижу какие-то вещи я и как видят люди, которые здесь живут. И это трудно передать на камеру, но порой из таких мелочей складывается довольно большой пласт всех ощущений от жизни и особенно от работы, ну, в данном случае, во Вьетнаме. Если говорить в целом, то проработав здесь 6 месяцев, я определенно рад, что в принципе нашел это место, потому что изначально в моих планах было вообще, ну, типа, 3 месяца поработать и поехать дальше, но вы знаете, корона, бла-бла-бла. И очень классно, что я смог здесь остаться, и где бы я иначе бы жил, в палатке все это время на пляже. И по поводу сухих цифр, пока не начался дождь, в первый месяц, когда я только сюда заехал, здесь было очень много людей, и работая полный месяц, 30 дней абсолютно без выходных, я получил, если переводить на наши деньги, около 25-27 тысяч рублей. Сейчас же, работая даже один, я не занят полный день, как правило, я вот почти полностью свободен. Я при этом получаю около 10 тысяч рублей, ну, последняя зарплата была ровно 10 тысяч рублей. При этом я не трачу деньги на само жилье, практически не трачу на еду, и, черт возьми, во время пандемии в другой стране, не имея документов, я имею в виду, для работы, мне кажется, о лучшем мечтать и нельзя. В завершении всему, я уже говорил об этом в прошлом видео, но хочу сказать еще раз, более развернуто. Не знаю, когда выйдет эта часть, но сейчас у нас 25 сентября, и в начале октября, то есть примерно через 2 недели, я планирую уезжать отсюда уже на постоянной основе.
Я поеду обратно на север Вьетнама, то есть с юга на север, но уже не по тем местам, где я был, а по новым маршрутам и уже на велосипеде. Я думаю, это будут совершенно иные ощущения, и такой момент, что просидев на одном месте 6 месяцев, сейчас у меня внутри точно такие же чувства, как почти 2 года назад, когда я только-только отправлялся вот в свое это путешествие. Поэтому иногда стоит останавливаться во время своего трипа, чтобы сбросить вот эту вот накопившуюся усталость и на какую-то рутину уже от путешествия, чтобы не забывать вообще, ради чего ты сюда приехал. Потому что иногда дорога превращается просто в какой-то отрезок, который ты должен преодолеть без каких-то эмоций, без... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, на это все. Всем добра.